Всем приветик! Сегодня я вам решил показать, как я делаю один из простых бутербродов. Бутерброд с ветчиной, с салатом, помидором. У каждого есть свои методы приготовления бутербродов. Но не забывайте, если вы готовите или я готовлю, это как большое художественное воплощение. Вы всегда, когда что делаете, вы вкладываете свою душу, а также импровизируете. Потому что это как арт, это как художество. В первую очередь я буду жарить яйца. Немножко маслом. Огонь. Немножко подперчить. Немножко подсолить. Теперь подождем, пока жарится. Для этого бутерброда я буду жарить яйца с двух сторон. Сейчас яйца я поджарю, тогда они остынут, пока я буду делать бутерброд. Ну, к сожалению, не так красиво получилось, как хотелось вам показать. Вы знаете, есть такое, как закон, называется закон подлости. Если хочешь что-то показать красиво, и не получается. Самая главная идея есть такая, чтобы яйца красиво поджарить с обеих сторон, перевернуть красиво и положить на бутерброды. Так, пока яйца наши остывают, дожариваются, сейчас мы начнем с хлебом. Я буду делать два бутерброда. И я в этот раз пользуюсь хлеб зернистый. Там много зерен и семян. Вот такой у нас продается хлеб зернистый. Он выглядит таким образом. В первую очередь мы намазываем маслом. Сразу скажу вам, я не шеф, я никогда на шефе не учился. Я самоучка. Всегда, если вижу какие-то рецепты на YouTube или читаю где-то, если что-то мне понравилось, то всегда пытаюсь дома экспериментировать и смотреть, что у меня получится. Иногда получается, иногда не получается. Но в то же время я скажу, что мы все дома самоучки и все что-то пытаемся сделать. И если ты что-то готовишь, это как художество. Иногда скажу, что когда у тебя хорошее настроение, еда получается прекрасно. А когда у тебя плохое настроение, ты должен что-то готовить, что-то не то всегда получается. Но я скажу вам одно, у меня настроение сегодня хорошее. Но яйца получились, как получились, потому что я хотел показать на показ, как я жарю яйца. Но, к сожалению, не получилось перевернуть как следует.
Итак, сейчас что я делаю? Я намазал 4 слоя хлеба. Теперь мы добавим немножко горчицы. Так, теперь я поставлю немножко ветчины. Она уже нарезана, так что я красиво справлю, чтобы она хорошо выглядела. Дома у себя делайте бутерброды, не жалейте, потому что вы делаете для себя. Самое главное, что вкусно. Я диету не придерживаюсь. Считаю, мы живем один раз в жизни, должны мы попробовать и наслаждаться иногда. Конечно, в меру все это делайте. Но сюда я поставлю немножко ветчины побольше, все такое, потому что эти бутерброды на обед. И на ужин это что-то другое заготовлю как следует. Вот так я наложил ветчину на бутерброды. Теперь я должен поставить яйца на ветчину. Ну, сходит как красиво, хорошо. Вот таким образом. Это мы сюда поставим. Нам досточка нужна, чтобы нам нарезать помидоры и укроп. Теперь на яйца мы положим листочки салата. Вот такой салат. Для красоты. Так. Таким образом. Красиво. И теперь я нарежу помидорчик. Тоже красиво сверху мы положим. Вот так у меня выглядит. И теперь я немножко укропа. Не очень много, ну немножко маленький вкус, чтобы был, немножко аромат. Выглядит так. А теперь немножко майонеза. Я майонез на верхний слой наложу. Так, немножко намазать. Таким образом. И сверху накрываю бутерброд. Так, теперь этот.
Сверху накрываю бутерброд. Итак, посмотрите, как оно выглядит. И теперь один бутерброд. Честно скажу, разрезать бутерброды надо перед подачей, потому что желток от яйца, как восьмятку, что оттуда сразу желток потечет. Но я один бутерброд вам сейчас разрежу пополам, и увидите, какая красота получается. Вот так бутерброд в разрезе. Вот такой у нас бутерброд получился. Неплохой, вкусный. Приятного аппетита всем. Если вам эта идея понравилась, то попробуйте. Потому что там миллионы способов приготовления бутербродов. Или с яйцом, без яйца, с котлетой, без котлеты. Так что пробуйте и кушайте.